Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я хочу показать вам еще одну интересную идею пасхального или весеннего декора. Это скворечники. Мои скворечники получились в винтажном стиле, что делает их еще уютнее и атмосфернее. Выполнены эти скворечники по большей части из бросового материала, а точнее из картона и яичных лотков. То есть это те материалы, которые найдутся почти у каждого дома. И выполнены они в технике декупаж, то есть умение рисовать не нужно, и такой декор может сделать абсолютно каждый. Ну что, не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нужно подготовить шаблоны. Вы можете отрисовать их самостоятельно, а можно скачать мои шаблоны на Boosty. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Шаблоны распечатываем, вырезаем и переносим на картон. Картон лучше брать потолще. У меня он толщиной 3 мм. Так скворечники получатся более прочными. Теперь нужно склеить каркас скворечников. Я использую полимерный клей, но также можно взять густой ПВА или даже термопистолет. Пока склеиваем только 4 стены и даем клею полностью высохнуть. Мой перфекционизм заставляет меня задумываться о каждой мелочи. Поэтому я взяла темно-коричневую краску и раскрасила все скворечники изнутри. На этом этапе это делается быстро и удобно. А вот дальше это будет сделать уже очень проблематично. Заодно раскрашиваю этой же темно-коричневой краской детали крыши и донышек с одной стороны. Их будет совершенно не видно, это будущая внутренняя сторона, но для меня это важно. После того, как краска высохнет, приклеиваю сначала на место донышка, а затем и крышу. И обратите внимание, что одна деталь крыши чуть длиннее второй. Торец меньшей части нужно приклеить к большей, тогда сверху не будет щели. И крышу я приклеиваю вровень с задней стенкой скворечника, то есть она выпирает только с лицевой стороны. Теперь займемся подставками. Скажу честно, я их делала из того, что нашла у себя в запасах. А нашла я 3 вот такие основы от пластиковых фужеров. В принципе, их можно заменить кружочками, вырезанными из картона. Из яичных лотков я вырезала 3 конуса и 3 полусферы. Полусферы я вырезала из лотков от перепелиных яиц. А также мне пригодился бамбуковый коврик, купленный в фикс-прайсе. От него я отрезала 3 части по 9 палочек и свернула их в трубочки. Такие трубочки можно свернуть и из бумаги, а можно заменить их, например, палочкой для суши или чем-то похожим. Все 3 трубочки я сделала разной длины: 15 см, 12 и 9, чтобы скворечники получились разной высоты. Так, на мой взгляд, композиция смотрится интереснее. Осталось собрать подставки воедино. С помощью термопистолета вклеиваю трубочку в подставку от фужера. Сверху надеваю конус, вырезанный из яичного лотка. Предварительно я промазала места соединения термоклеем. А сверху приклеиваю полусферу, вырезанную из лотка от перепелиных яиц. И вам я советую не повторять мою ошибку. Сделайте в полусфере отверстие и вклеите трубочку внутрь детали. А не так, как это сделала я, просто приклеив трубочку к полусфере. Мне пришлось потом эту деталь переделывать, так как скворечники получились не очень устойчивые. А дальше нам понадобится зефирная масса. Это очень легкая по весу масса, застывающая на воздухе. Она очень похожа на детский воздушный пластилин, но более пластичная и менее липкая. Мне этот материал очень понравился. Но если вы все же не найдете именно зефирную массу, то используйте детский воздушный пластилин. Этой массой заполняем полусферы. Так детали получатся не пустотелые, и площадь прилегания основы будет больше, что существенно увеличит устойчивость скворечников. И из этой же массы я буду делать весь декор. Она идеально подходит для молдов. И так как она почти невесомая, декора можно делать очень много. Именно с такой массой хорошо делать елочные украшения. Я даже отсняла один мастер-класс, но, к сожалению, не успела его обработать к Новому году, поэтому вы его увидите уже в следующем сезоне. В работе я использовала 2 молда, плетеные веревочки и декоративные элементы. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Итак, молды заполняем массой.
Ту массу, которую вы не используете в данный момент в работе, держите плотно закрытой, иначе она очень быстро сохнет. Вынимаем детали из молдов и приклеиваем их к основе на клей ПВА. Удобнее всего работать со свежеслепленными элементами, потому что при высыхании косички могут немного трескаться, когда их начинаешь гнуть. Нижнюю часть подставки я закрыла картонными кружочками. После того, как масса высохнет, с помощью полимерного клея соединяем подставки со скворечниками и снова оставляем на просушку. Для большей прочности я решила добавить на подставку листочки. Они дополнительно будут поддерживать низ скворечника. Сначала я хотела сделать только 4 листочка, но потом решила добавить еще 4 вторым слоем. Все элементы из зефирной массы я приклеиваю к основе на клей ПВА. Из яичных лотков я нарезала много вот таких чешуек. Кстати, у меня на канале есть видео, где из таких же элементов я показывала, как сделать шишку. Этими чешуйками, как черепицей, я решила задекорировать крыши скворечника. Все детальки я располагаю в шахматном порядке, начиная с самого низа крыши, постепенно поднимаясь наверх, и приклеиваю их с помощью термопистолета. Сначала декорирую одну сторону, затем вторую. И чтобы закрыть некрасивую щель наверху крыши, делаю из 4 чешуек конек. Все то же самое проделываю с оставшимися 2 скворечниками. Снова возвращаемся к зефирной массе, ну или к воздушному пластилину, и делаем много заготовок веревочек. Ими мы будем декорировать все торцы скворечников. Так как в этот раз косичкам не нужно будет придавать какую-то изогнутую форму, их можно сделать сразу несколько штук. Так работа пойдет быстрее. Косички подгоняем по месту, срезаем лишнее ножницами или канцелярским ножом и приклеиваем их на клей ПВА. Конечно, было бы намного удобнее сначала задекорировать все торцы, а уже после этого приклеивать на подставку листочки. Этот момент я не продумала. Вы же можете не повторять моих ошибок и сразу облегчить себе работу. Оставляем скворечники до полного высыхания массы. Я оставила их на сутки. Достаточно часто в комментариях вы мне пишете, что с удовольствием повторили бы мой тот или иной мастер-класс, если бы руки у вас росли оттуда, откуда нужно. Но на самом деле я считаю, что руки у нас у всех правильные и растут оттуда, откуда надо. А основной вопрос лишь в наработке опыта. Мои работы уже давным-давно получаются именно такими, какими я их и задумала изначально. Но поверьте, так было далеко не всегда. И единственное, что до сих пор меня не очень устраивает, это мой навык рисования, особенно рисование в технике реализма. Художественного образования у меня нет, поэтому периодически я читаю различные книги по рисованию, смотрю мастер-классы и вот недавно прошла бесплатный 3-дневный вебинар. Что-то хочется еще добавить, поправить, улучшить, но не переусердствуйте. Тут даже если посмотреть на его ушко, столько деталей, столько нюансов. Автор этого вебинара, Егор Матита, привлек мое внимание тем, что так же, как и я, считает, что в первую очередь важен не талант, а практика и усердная работа. Сам он художник-педагог с 8-летним стажем преподавания, выпускник школы искусств, а в дальнейшем выпускник МАРХИ, основатель школы рисования Арт Матита и владелец арт-студии на Цветном бульваре в Москве, специализированный арт-терапевт и автор книги «Портреты карандашом. Техника достижения фотореализма». Кстати, после регистрации вы получите эту книгу абсолютно бесплатно. Что я могу сказать про вебинар? Мне понравилось. В легкой и непринужденной обстановке под рассказы Егора о себе, о своем становлении как художника, у меня получилось вот такое пушистое чудо. Если бы мне просто дали фотографию кота и сказали повторить, у меня абсолютно точно так бы не получилось. А Егор разложил все по полочкам, показал каждый этап работы, и оказалось, что все не так сложно и страшно, как казалось на первый взгляд.
И такая практика под руководством художника намного полезнее и точно намного интереснее, чем чтение скучной теории. А еще этот процесс очень расслабляет и помогает снять стресс и напряжение. И, кстати, моей 9-летней дочери настолько понравился этот котик, что она тоже решила его нарисовать. Поэтому продолжаем наш волшебный мастер-класс и переключаем камеру. Получилось, по-моему, просто супер. Честно говоря, я не ожидала от нее такого результата. Искренне рекомендую вам тоже попробовать порисовать вместе с Егором Матита. Ссылку на регистрацию для участия в бесплатном 3-дневном вебинаре вы найдете в описании под этим видео. Скворечники высохли, и их можно раскрасить. Обычно перед росписью все свои работы я грунтую, и этот раз не стал исключением. Но в этот раз я использовала грунт не как основу, а как базовый цвет, точнее 2 цвета. Сначала я взяла черный грунт и добавила в него коричневую акриловую краску. Просто я не люблю черную базу, на мой взгляд черно-коричневый цвет выглядит благороднее. Если у вас нет грунта, то можно использовать и просто акриловую краску. Покрываем этим черно-коричневым цветом весь лепной декор, крышу и всю подставку. А белым акриловым грунтом или белой акриловой краской покрываем все оставшиеся участки скворечника, то есть все ровные части стен. Дальше мы будем работать с сухой плоской кистью средней жесткости. Берем темно-коричневую краску, вытираем лишнюю палитру и наносим на крышу поверх черно-коричневого цвета. Но так, чтобы черно-коричневый цвет остался виден во всех ямочках и углублениях. Кисточкой мы аккуратно подметаем поверхность крыши. Дальше берем коричневую краску более светлого оттенка и проделываем с ней все то же самое. Если у вас нет нескольких оттенков коричневого цвета, то просто разводите основной коричневый цвет белой краской. В завершении берем краску цвета охра и снова с сухой кистью высветляем самые выступающие места. А сейчас, по-моему, самое время поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. А еще вы можете подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик. Так вы точно не пропустите мои новые мастер-классы. А для тех, кто хочет поддержать меня финансово, в описании под этим видео я оставлю ссылку на свой канал на Boosty. Там вы можете оформить платную подписку, и все вырученные средства пойдут на покупку материалов для творчества и развития этого канала. Поэтому всем спонсорам на Boosty моя отдельная огромная благодарность. Теперь займемся декором стен. Я долго думала, как их раскрашивать, но в конечном итоге решила остановиться на декупаже. Мне хотелось сделать скворечники яркими, с цветочными узорами и такими по-хорошему деревенскими. Перебрав свои салфетки, я выбрала подходящую и маникюрными ножницами вырезала из нее все цветочки. Кстати, от салфетки нам нужен только верхний слой, тот, который с рисунком. Остальные слои нужно убрать. И клей ПВА нужно развести водой, чтобы он стал жиденьким. А теперь прикладываем нужный фрагмент салфетки к скворечнику и сверху наносим кисточкой клей ПВА. Работать нужно аккуратно, чтобы салфетка не порвалась. И при необходимости нужно также аккуратно разглаживать складочки. Тогда поверхность после высыхания клея получится ровной. Чтобы скворечники немного друг от друга отличались, я решила украшать их разными фрагментами салфетки. То есть на один скворечник я клеила все цветы, на другой только фиолетовые, а на третий выбирала в основном розы и делала больше зелени. Конечный вид скворечников, естественно, будет зависеть от того, какую салфетку выберете вы, какие на ней будут узоры.
Но могу посоветовать вам выбирать какие-то небольшие рисунки на белом фоне. Тогда вам не придется в дальнейшем подкрашивать весь фон. Да и мелкие фрагменты наклеить без складочек намного проще. Итак, после того, как все стены скворечников будут задекорированы и просушены, возвращаемся к акриловым краскам. Опять сухой кистью, только в этот раз зеленой краской, окрашиваем листочки. А затем сверху, тоже сухой кистью, приглушаем зеленый цвет краской цвета охра. Все лепные элементы в виде веревочек, а также основание подставку скворечника раскрашиваем так же, как и крышу. То есть сначала темно-коричневой краской, затем коричневой, но на тон или на 2 светлее, и последним слоем наносим охру. Наверняка вы обратили внимание, что скворечникам не хватает жердочек. Я как-то про них забыла и вспомнила только сейчас. Ну, зато они не мешали при декупаже. Жердочки я решила сделать из палочек для суши. А еще у меня были вот такие деревянные цветочки, купленные в фикс-прайсе. Их я тоже решила использовать в работе. Палочки для суши обрезала до нужной длины кусачками, пилочкой для ногтей зашлифовала все срезы и, собрав конструкцию жердочки воедино, приклеила все на скворечник, на полимерный клей. Дала клею схватиться и раскрасила точно так же, как и крышу и все лепные элементы. А еще я решила немного состарить скворечник, затемнив темной краской все углы. Такую тонировку лучше всего делать жесткой сухой кистью, оставив на ней минимум краски. Я решила добавить зеленой краски на основание, так как, на мой взгляд, оно как-то выбивалось из общей картины и существовало само по себе. Зеленую краску сверху я приглушила охрой. Теперь стало намного лучше. Дальше я взяла песочно-желтую краску и прошлась ею сухой кистью по всему скворечнику, кроме тех мест, где был сделан декупаж. А поверх песочно-желтой краски прошлась еще и золотой. И не забываем покрасить черно-коричневой краской нижнюю часть подставки. Все-таки работа должна быть красивой со всех сторон. И дальше скворечники желательно покрыть глянцевым или матовым акриловым лаком. Я сначала остановила свой выбор на матовом лаке, но после нанесения первого слоя я поняла, что глянцевый лак все-таки здесь подходит больше. Когда есть небольшой блеск, скворечники выглядят поживее и повеселее. В принципе, на этом этапе можно было бы и остановиться, потому что скворечники уже выглядят очень красиво и благородно. Но лично мне не хватало на них зелени. А в фикс-прайсе мне на глаза попалась очень подходящая веточка с буро-зелеными листочками и то ли ягодками, то ли какими-то соцветиями. Ее я и пустила в дело. Веточку я разобрала на отдельные части и распределила их по основанию скворечника. Весь декор я приклеила с помощью термопистолета. На крыше добавила немного мха, а внутрь скворечников положила сизаль. Получилось очень похоже на гнезда. По желанию можно, конечно, добавить в гнезда яйца, а на жердочки посадить птичек, но я не стала этого делать. Мои скворечники пока только ждут своих новых жильцов.
Пишите в комментариях, как вам моя сегодняшняя работа и сделаете ли вы такие же скворечники себе. Ну а я очень надеюсь, что мой сегодняшний мастер-класс вам понравился и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.